Всем привет! Сегодня у нас с вами на обзоре Каолин Азов или Азовский. Я его хорошо просушила, почистила. Нечищенным виде он вот такой вот. И я его хорошо почистила. Идеально белые кусочки, они не скрипят. Но если вам попадается вот такой сероватый, в нем песок, причем во всем кусочке, и он скрипит. Я его оставила вам показать. Он у меня просох. Пришел он ко мне с ярким вкусом болота, тины. Лежал он у меня 3 дня на солнышке. Давайте пробовать. Возьмем такой большой кусок. Практически не хрустит. Чистый. Залипает. Когда откусываешь, он сначала сухой, потом намокает, и стоит такой жирненький. Вот такие кусочки большие. Вкус сырости болота ушел. От больших кусков, сильно больших, сложновато откусить. Очень нежненький. Тоже поскрипывает. Но не так, как этот. Прям мелкими-мелкими частичками скрипит. Отложу. Очень вкусный, но вот жалко, что нет хруста. Такой жирный крем. Ну, еще откусим от такого куска. Так. Сыпется. Вот этот кусочек пока на данный момент самый вкусный. И откусим мы сейчас с вами от маленького куска. Может, хруста побольше будет. Что-то мне такое ощущение, что это тоже скрипит. Прям песок. Его в руки берешь, и он прям вот шершавый, как песок. И он скрипит. А гладкие, такие вот гладенькие, беленькие, они не скрипят. Хочется им похрустеть, но хруста в нем практически нету. Хотя вот этот кусок сейчас откусила. Кстати, в нем встречаются иногда вот такие рыжие вкрапления. Вон, видите, железо. Видите, оранжевые такие. Вот он хорошо просох, и он поплотнее других кусочков, больших кусочков. Жалко, что нет отопления. Так бы на батарею вон на недельку. Но я его все равно поставлю еще на солнышко, чтобы он досыхал. У этого сорта очень тяжело описать вкус, потому что вкус необычный, отдаленно напоминает Астану первую, жирненький, пыльный. Я чувствую сливочные нотки. Если вам приходит этот сорт влажный,
он такой не просушенный, с ярким вкусом сырости и болота, то нужно обязательно его просушить. Тогда вот эта вот противная нота тины, она уйдет. Могу сказать так, что этот каолин, он не похож на другие. Ни на винницкий, ни на донецкий, ни на узбекский. В просушенном виде очень вкусный. Такой кремово, такой жирный крем. Залипает. Вкус, яркий вкус побелки, пыли. Легкая нотка такая земельная, но она прям очень-очень легкая. Не сладкий, не соленый. Плотный. Вот в нем есть одна такая нота, которая не поддается описанию. Она такая, знаете, кремово-сливочная. Мне сейчас, знаете, что пришло? У него вкус пудровый. Вот есть легкая нота пудры. Такой вот я ни разу не сталкивалась, ну как бы не пробовала вот именно, чтобы такой вкус мне встречался. Очень тяжело описывать этот сорт, его нужно пробовать. Очень необычный вкус. Здесь и меловой, и побелочный, и пыльный, и слегка земельный, и вот этот привкус пудры. Однозначно мне нравится этот каолин, но только в просушенном, хорошо просушенном виде. Встречаются хорошо скрипучие кусочки, как я вам уже говорила, но они вот такие серые. И можно определить по тому, ну вот когда вы берете кусок, если он шершавый, значит он будет по-любому скрипеть. Прям не хочется все кусочки понадкусать, потому что они все отличаются по вкусу. Сначала очень сухой. Необычный, прям очень-очень. Прям хочется найти такой хрустящий кусок. Потому что некоторые кусочки, которые получше просохли, они имеют глухой хруст. Ну, сейчас попробуем найти. Этот мягкий. Самый мягкий. Этот хрустит. Тоже мягкий. Но вкус, конечно, у него прям бомбический. Он дорогой. Но я возьму еще пару килограмм себе, пусть лежит. Может, дождется отопления. Мне кажется, когда его просушишь на батарее, появится хруст. Кто любит каолины, обязательно попробуйте. Достать его нереально сложно. Я очень хотела его попробовать. Следующая моя хотелка — это каолин Владимир. Тоже очень хочу его попробовать. Угу. Слегка сладковатый кусок с ярким вкусом побелки и пыли. Меловой. Залипание у него не как у Астаны,
Скорее всего, как у Туркестана белого, вот так же залипает. Весь раскрошила. Еще этот кусочек попробуем. В заключение, что я хочу сказать. Каолин однозначно стоит внимания. Я нашла самый хрустящий кусок. С ярким вкусом побелки и влажной земли. Вот этот кусок обалденный. Прям он, ну, по сравнению с другими хорошо хрустит. При укусе рассыпается в сухую крошку. Затем намокает, образует жирную такую кашицу. С ярким вкусом от начала до конца. У нас сегодня с вами такое АСМР видео получилось с обзором небольшим. Ну, он реально вкусный, реально классный, мне нравится. Хрустел бы он побольше, было бы вообще офигенно. Или вот эти вот вкрапления оранжевые, рыжие, тоже это скрипит. Не сильно, но скрипит. Что я хочу сказать. Этот каолин мне очень понравился. Я возьму еще про запас себе обязательно. Сушить его надо обязательно. Мне жалко его колоть на маленькие кусочки. Так что пусть лежит пока в таких кусочках. Еще, думаю, недельку полежит на солнышке, просохнет. Поначалу он сухой, слегка подсушивает рот. Но это прям нереально. Вкус его очень тяжело описать. Он многогранный, он яркий. Он интересный. В общем, кто не пробовал, попробуйте. Если вам где-то попадется, закажите на пробу и попробуйте. Кто мне писал, говорил, что вкус болота, надо его сушить. Если вкус болота и тины, вот который, как он мне пришел, с таким вкусом, его надо просушить. И тогда вот это появляется яркая пудровая нота, побелки, мела, пыли. Нота земли, она не ярко выражена, она открывается в послевкусии. Такая легкая. Очень интересный сорт, очень вкусный. И мне очень-очень понравилось. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.